I believe Revelation 21 and 22 describe the eternal state. Я верю, что Откровение 21-22 описывает вечность, вечное состояние. Now, obviously, John doesn't have words to convey what he sees. Очевидно, что у Иоанна просто не хватает слов, чтобы передать все, что он видит. And even if he had words to convey, we wouldn't be able to understand what he's describing. И даже если бы у него хватило слов, то мы бы все равно, наверное, не смогли понять, что он нам описывает. So he describes things using imagery. Поэтому он описывает происходящее, используя образы. So what we have is an image of a city, creation of a new heavens and a new И что мы earth. там видим? Вот это образ города, сотворение нового неба, новой земли. Including a new city. И там будет новый город. And this is just a brief outline of Revelation 21 through 22. И это лишь краткий план Откровения 21-22 главы. So we have a creation of a new heavens and a new earth. Итак, мы видим там, во-первых, сотворение нового неба и новой земли. After the present heavens and present earth are После no того, longer как there. нынешнее небо и земля больше не будут существовать, горят. Now, when the Bible uses the word heavens or oranos, И когда Библия использует термин небеса или оранос, and also the Hebrew equivalent, и есть также еврейский эквивалент этого слова, you find out that if you look up all of the verses, то вы обнаружите, что если вот все эти стихи исследовать, there seem to be different levels of heaven. то кажется, там на небесах есть разные уровни. We see that in Deuteronomy 10:14. Мы это видели уже во Второзаконии 10:14. Also, Paul is relaying a vision that he sees. Небо и небеса небес. И также Павел как бы тоже говорит о чем-то подобном. He speaks of the third heaven. Он говорит о третьем небе. So there seem to be levels or degrees or in some way distinctions of the И heavens. кажется, есть какие-то уровни, какие-то различия на уровнях небес. So sometimes the word, particularly in the Old Testament, is used of the atmosphere. И порой слово небо и небеса, особенно в Ветхом Завете, используется просто для обозначения небес, для обозначения, простите, атмосферы. Ну, небо с нашей вот земной перспективы. So 2 Corinthians, what is it, 12:2. 2 Коринфянам 12:2. Levels of heaven and Говорит об уровнях небес, да, там восхищен был до третьего неба. Genesis 1:20. И Бытие 1:20 говорит о небе как об атмосфере. Speaks of the creation of birds. Говорится о сотворении птиц. And it describes them as the birds that fly in the heavens. И говорится, что птицы да полетят над землей по тверди небесной. That's the atmosphere, Ну, use the word expanse. close to earth. Да, то есть это вот атмосфера, это то, что близко к земле. He also speaks of the stars when he creates the stars, Также говорится о звездах, да, когда сотворены были the sun and the звезды, moon солнце и луна on day 4, на день четвертый. and he speaks of them placed in the heavens. И описывается вот это место на небесах, то есть космическое пространство, That's also in Genesis, the creation. Вселенная. Это тоже сотворение книги Бытие. Genesis 1, 14 and Бытие 15. 1, 14, 15. Okay. And then there's other passages that speak of the place where God И есть dwells. другие отрывки, которые говорят о местах, где пребывает Господь. And there's many of them in the Psalms, И много об этом говорится в Псалмах, Deuteronomy Второзаконие. 26:15. 26, 15. Это, да, межкосмическое пространство. Стих 26-15. Псалом. Псалм, это Псалм 26, yes? Нет. No. Deuteronomy, Второзаконие, простите. Deuteronomy. Второзаконие 25, 16. Да, Here. 26, 15. Пардон. And there's others as well.
И есть и другие места, да. So when you see the word heavens, look at the context and decide what the author is Здесь intending. говорится уже о месте обитания Бога, презри святого жилища твоего с небес. Когда говорится о небесах таким образом, посмотрите контекст и разберитесь, о чем идет речь. So when we О атмосфере, о вселенной, межкосмическом пространстве или о месте обитания Бога. So when we speak of the eternal state, И когда мы говорим о вечном состоянии and we're referring to heaven, и называем его небесами, we're referring to the place where God dwells and where we will dwell into eternity. то мы говорим о месте, где Бог пребывает и где мы будем пребывать в вечности. And I think what we have in Revelation 21 and 22 is a description of that dwelling И place. как мне кажется, что в Откровении 21-22 главе мы видим описание вот этого места пребывания Бога и нашего. Now, part of the description is of a city. It's like a city, verses 9 through 21. Описание с 9 по 21 стих – это описание города. And in that city where we will dwell, И в этом городе, где мы будем пребывать, there's lots of conditions that are described in Revelation 21. очень много разных условий описано в Откровении 21. We don't have time to go into all of the detail, but what I'll do is I'll come back and list these, and I'll give you the scriptures, and you can copy them Но after. что я сделаю, я просто зачитаю эти условия, приведу отрывки Писания, вы сможете там после скопировать. But basically, the whole environment is different. It's radically Но different. вообще можно сказать, что вся окружающая среда совершенно другая. Everything is better. Все стало намного лучше. Direct fellowship with God. Прямое непосредственное общение с Богом. Great illumination. Great insight. Великое просветление, We'll открытие у всех. We'll see everything as they really are, as it really is. Мы будем видеть все таким, каким оно есть на самом деле. Freedom like never experienced before. Будет свобода, которую никогда до этого мы не переживали. No evil. Не будет зла. Cleansing, new life. Будет очищение, будет новая жизнь. No curse. Не будет проклятия. And lots of activity. И будет много всякой деятельности, будет чем These all come out of Revelation 21 and 22. Все это из Откровения 21-22 главы. I'll give you the verses later. Я вам стихи приведу позже. We want to get to the exam. Мы хотим все-таки добраться до So экзамена. 1 through 8 describe the creation of a new heaven and new earth. Так, с 1 по 8 стих. Сотворение нового неба, новой земли. This new Jerusalem, this city, 21, 9 through 21. С 9 по 21 стих. Вот этот новый Иерусалим, новый город. The citizens are described in 21, verse 22 through 27. Граждане описаны в 21 главе, 22-27 стих. And the circumstances are 22, 1 И through обстоятельства, 5. да, обстановка, 22 глава, с 1 по 5 стих. Okay? I'll give you more detail later on. Я дам вам больше деталей позже. Okay? If we had more time, we could look at the way that Jesus prepares the disciples for his second coming. И если было больше времени, мы бы посмотрели на то, как Иисус готовит учеников к The второму next пришествию. event of eschatology И следующее событие эсхатологии will be the rapture for us. для нас это будет восхищение церкви. And I think we can apply the passages in Matthew chapter 24 И я думаю, что мы могли бы применить многие отрывки из Матфея 24 главы, in the parables that Jesus gives to prepare the disciples for his second coming. в тех притчах, которые Иисус приводит для того, чтобы приготовить учеников ко второму He gives the пришествию. parable of the fig tree. Он говорит о притче о смоковнице. He wants them to have an urgency about the times. Matthew 13, yes? No. Matthew 24. Да. 24. Матфея 24 глава, да, то есть он говорит о срочности, о том, что это может очень быстро случиться. He also gives a parable of a traveler. Он также приводит притчу о путешественнике. And we are to be faithful as the traveler is gone. О господине, который отправился в дальнюю дорогу. И нам нужно быть верными рабами, пока наш господин в путешествии, пока он Until the traveler returns. пока он не вернется.
So it's an encouragement to faithfulness and commitment. И это ободрение быть верными и быть посвященными. We have a parable of a homeowner as well, and we are to be prepared. Мы видим также притчу о владельце дома, и нам надо быть готовыми. The second coming is going to be like a thief that comes in the night, И второе пришествие придет как вор ночью, but we're to be prepared. но нам нужно быть готовыми. And there's a parable of the servants. И также есть притча о слугах, о рабах. We're not to go to the mountains like some of the cults and wait for the second coming, Мы не какие-то, как секты, которые уходят в горы и ждут там второго пришествия. but we are to continue to serve the Lord in the ministries that He's given Но us. нам нужно продолжать служить Господу в тех служениях, которые Он нам поручил. We could expand that, but I think we've had plenty already. И мы можем еще как бы больше об этом поговорить, но я думаю, у нас так достаточно пищи для размышлений. So just want to say thank you for your attentiveness. Хотел бы сказать спасибо за ваше внимание. It's been fun for me to be a part of this course. Мне было очень радостно и занимательно читать вам этот курс. And I hope it's given you a new perspective on the rest of the Bible. И я надеюсь, что благодаря этому вы по-новому взглянете на всю оставшуюся Библию. It's appropriate that we close the second year with eschatology. Я думаю, что вполне здорово, что второй курс выпускники завершают эсхатологии. It's also appropriate for the first year students to close the year with the study of the last things. Ну и также вполне разумно, что студенты первого курса завершают свой первый год исследованием последних So I времен. thank you again and we praise the Lord, right? И благодарю вас и давайте прославим Господа.